Всем привет! У нас сегодня короткая прогулка за грибами в Юрмальском парке. И начнем мы сегодняшние грибы с 3 боровиков. Срезаем их. Хотя этот лесок небольшой, сзади за мной стоят дома, но при этом я уже вижу маслят. Конечно же, мы его тоже заберем. Вот так, дружок-боровичок. Какая ножка толстая. Ого, и главное, что не червивый. Я вижу шампиньон, а это значит, что я его съем сырым. Надеюсь, их можно есть сырыми. Вот такой вот у нас вышел бутерброд. Ну, насколько я помню, что их можно есть сырыми. Сейчас я съем и посмотрим, что со мной будет. Нормальный такой бутерброд, между прочим. Не, ну точно нормальный. Тебе не кажется, что я как-то странно разговаривал только что? Что-то есть непонятное. Тогда забираем этих шампиньонов тоже, раз они такие добростные грибы. Площадь этого леса, наверное, всего лишь 1 квадратный километр. Поэтому много грибов собрать у нас не получится. Но зато получится разнообразие. Поплавок желто-коричневый. Его еще называют желто-коричневый мухомор. Несмотря на то, что он так странно выглядит, он считается съедобным грибом с приятным вкусом, но не очень популярен у грибников из-за тонкой ломкой шляпки. Этот гриб даже не требует предварительного отваривания перед жаркой, как некоторые грибы. Опаньки! А это, наверное, бледные мухоморы. Если я не ошибаюсь, то это очень ядовитый гриб. Вот этот вот явно можно лучше разглядеть. Это одни из опаснейших грибов, считаются крайне ядовитые. А вот и наш долгожданный братец, которого мы так искали. Это красный мухомор. Забираем его. Будем искать способы, как его засушить. Напишите в комментариях, не считается ли это противозаконным. Он здесь явно не один. И мы хотим следовать точно букве закона. Червивый ничего? Я думаю, что ничего. Ты уверен? Что? Да. Пришлось выкинуть, потому что он действительно очень червивый. Я не знаю, напишите также в комментах, если кто знает, можно ли сушить их червивые. Но может хотя бы этот не червивый. Тут вроде нормальный. Можно я его так возьму? Моя жена боится его брать в руки даже. Симпатичный грибок такой. Но если кто-то не понял, в чем дело, то в предыдущем видео мы рассказывали о том, что их часто продают в местной рекламке в лечебных целях. И мы тоже хотим просто посмотреть, как это делается, как его засушить. И поэтому пробуем проводить эксперимент. Походу мы зашли на плантацию черники. И даже в этой плантации растет наш любимый шампиньон. Вот маховичок. Но если вернуться к мухоморам, то одна моя знакомая с помощью настойки из мухомора выходила своего кота, который был уже при смерти почти. Берем? Главное, не перепутай пакетики. Да. А то пойдет в мухомор. Надо срезать. В этом лесу большая конкуренция. Меня больше интересует, как мы будем их сушить дома. Вообще и где. Они какие-то объеденные, и поэтому мы, наверное, их тоже оставим. Будем избранные мухоморы брать. О как, уже полезли горькушки, но они совсем очень маленькие, поэтому мы их оставим немножко подрасти. Мы много грибов и не планировали собирать, поэтому нам главное на небольшую жаренку, чтобы было, и все. Что же это за громадный гриб? Мне кажется, это подосиновик, не? Давай посмотрим. Немножко съеденный, Да, но бывший подосиновик, кажется. ну давай попробуем забрать. Можно? По-моему, тебя терзают сомнения. Да, меня терзают сомнения, потому что здесь устроились насекомые на жилье. А это из того же семейства, по-моему, не? Да. Ну, кстати, можем и посмотреть, что внутри под шляпкой, не? Чистый. Угу. Берем? Да, берем. Я же говорил, что будет разнообразие. Посмотрите, сколько сыроежек. И они довольно-таки очень симпатичные. Супер. Вот их сколько красавцев.
Еще одна сыроежка красная затаилась прямо в чернике. Собираем. Глаз наметанный у нас, потому что даже в таких зарослях мы разглядели грибок. Правда, он весь уже, наверное, съеденный. Шампиньон. Кто-то оторвал и выбросил. Ух ты, что-то подсказывает, что это хорошист. А что это, масленок? В любом случае, это 100% съедобный гриб. Неважно, как он называется, масленок или опенок. Главное, что его можно кушать, и это сразу видно. Даже любой начинающий грибник поймет, что это съедобный гриб. Кто лучший грибник в мире? Конечно же ты! Да, это точно, потому что я нашел в мху еще один шампиньон. По-моему, это не шампиньон. Это как раз таки то, с чем можно шампиньон перепутать. Потому что у этого тоже юбочка есть. Очень похож. Не, ну если серьезно, то, конечно, это может быть один из видов каких-то шампиньонов, или еще есть схожие грибы, которые съедобные. Вот в прошлом видео я вам показывал, тоже очень похожий гриб был, и он был съедобный. Ну вот, к примеру, этот гриб называется паутинник, и он считается несъедобным. В Википедии написано, что некоторые из его сородичей являются сильно ядовитыми. Наконец-то взрослая горькушка. Не знаю, как кому, а мне горькушки очень даже нравятся. Дождевик шиповатый. Но брать такое я тоже не рискну. Я из-за своей неопытности много съедобных грибов не беру. Беру вот, к примеру, как этот. Это уже точно масленок, и я в этом уверен. И еще 2 брата масленка. Даже 3, потому что один затаился. Но здесь в 50 метрах уже находится трасса. Ну, не знаю, мне кажется, 50 метров это как бы терпимо для грибов. Потому что есть некоторые, кто собирает вообще вдоль дороги, но это, конечно же, вредно. Там наверняка будет свинец и всякие химические вещества. Я считаю, что это некрасиво продавать грибы, которые росли около дороги. Поставьте лайк, кто с нами солидарен в этом. О, а это уже не масленок. А это, кажется, боровик. Да, он самый. В этом парке гуляет кот. Как бы его не съела лиса. Смотрите, как затаился в кустах. Представляете, прямо под кленом растут у нас волнушки. Забираем. И подруга сыроежка. Даже и не одна. Что-то в этом году мы не можем совсем лисички найти, не? Да, это точно. Лисички это вообще мега грибы. И еще один мухомор. И рядом сыроежка. Их не перепутаешь. Но ложи их в разные пакеты тогда. Да, а как же? Что вы на это скажете? Ну, нормальный такой. Да, я вот мечтаю, как бы быстрее руки помыть от этого. Правда, я не знаю даже, что я с ними делать буду. Ну, что-то нужно будет с ними делать. Наделаем настойки, будем лечиться. Или все-таки продадим за миллионы. Помните, мы кота в лесу видели? Здесь есть нора, и это явно, наверное, копала лиса. Будем надеяться, что с котиком будет все в порядке. Очередной масляк, но сейчас мы как-то уже очень долго шли, грибов почти не было. Поэтому мы заканчиваем сегодняшнюю нашу прогулку по этому небольшому лесочку. Но результатом мы очень даже довольны. Всем пока!